Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю восхитительные, просто роскошные пирожные «Красный бархат». И готовить я их буду из самых простых и доступных продуктов. Готовятся они очень просто и быстро по этому рецепту. Получаются самыми нежными, которые я когда-либо пробовала. Такие пирожные идеально подойдут на любой праздник, особенно на рождественские, новогодние праздники. Они идеально подойдут как и для домашнего чаепития, так же и для огромной вечеринки, где нужно много порций именно. Все покажу и расскажу в данном видео, как это приготовить. Приготовить это может каждый, даже новичок. И сначала приготовим корж. Итак, сначала растворим краситель. Мне понадобится пахта, бутермильх по-немецки, кто в Германии живет, девочки. Так же, как это и есть в оригинальном рецепте, 120 мл. Сразу говорю, если нет пахты, добавляйте кефир, либо же йогурт берите. Сразу же растворяю в пахте 4 грамма примерно. Я потом взвешивала это в каждой ложке. 4 грамма примерно пищевого красного красителя. Гелевый водорастворимый краситель. У меня здесь краситель от фирмы Rainbow Dust. Он очень хорошо ведет себя при выпечке. Также можете брать свои любимые проверенные гелевые или же сухие водорастворимые красители пищевые. Смесь с красителем отставим пока в сторону. 180 грамм муки, 20 грамм кукурузного крахмала, 6 грамм какао-порошка, обязательно щепотка соли, без горки 1 чайная ложка разрыхлителя и 1/4 чайной ложки соды. Все это перемешиваем и пока отставляем в сторону. 60 грамм размягченного сливочного масла я взбиваю, чтобы оно так объединилось и немножко пышным стало. И добавляю туда 180 грамм сахара. Пакетик ванильного сахара 8 грамм. 90 грамм растительного масла без запаха. Все это сейчас взбиваю примерно минуты 3, чтобы вся эта масса очень хорошо объединилась и стала пышной. Она так сначала тяжело будет объединяться, но потом все это объединится. 2 крупных яйца. Добавляю сюда отборная категория или размер L в Германии, да, где я живу. Добавляю поочередно, прорабатываю примерно по полминуты миксером. Вот такая пышная масса должна у нас в итоге получиться. Просеиваю туда всю заранее приготовленную нами сухую смесь. Все это просто прорабатываю миксером. Просто чтобы масса объединилась. Ничего долго не взбиваю. Добавляю туда половину столовой ложки уксуса. От 5 до 9% можно брать уксус. Все это просто перемешиваю. И сейчас вливаю туда всю смесь с красителем. Для этого мы ее и приготовили в самом начале, чтобы краситель полностью разошелся у нас уже в пахте, либо же в кефире, что вы будете использовать, что у вас есть под рукой в наличии. Все это просто перемешиваем. Ничего долго не взбиваю, просто чтобы полностью объединилась масса. Вот здесь на данном этапе нужно очень внимательно смотреть, чтобы полностью вся масса была прокрашена красителем. Иначе у вас будут некрасивые просто вставки уже в этом бисквите. Все с боков обязательно миски собираем. Вот такая смесь должна получиться. Форма у меня здесь для выпечки прямоугольная, 34 на 24 сантиметра. Распределяю все тесто аккуратно по форме. Духовка у меня уже заранее разогрета на 160 градусов Цельсия. Выпекать буду на режиме вверх-вниз без конвекции примерно 25 минут. Все нужно смотреть по вашей духовке, чтобы корж не становился коричневым, но в то же время, чтобы он сильно не прилипал к пальчику, когда вы будете сверху его проверять. Убираю выпекаться и готовлю вкуснейший бюджетный крем. Итак, готовим заварную основу. 300 грамм йогурта я выкладываю в ковшик. Йогурт у меня здесь ванильный, сладкий, 5,3% жирности. Одно яйцо туда добавляю. 30 грамм крахмала, 50 грамм сахара. Все перемешала. Добавляю туда 200 мл молока. Молоко просто холодное. Перемешиваю хорошо, чтобы не было комочков.
Сразу отвечая на вопрос, вы можете брать также несладкий йогурт, добавлять туда не 50, а 100 грамм сахара и добавлять ванильный ароматизатор, либо ванилин. Перемешиваю сейчас яичную смесь с йогуртом. Все это вместе объединила, иду на плиту и на умеренном огне при непрерывном помешивании в ковшике с толстым дном довожу всю эту смесь до кипения. У меня это 5 минут заняло, чтобы закипела вся эта смесь, и провариваю примерно 30 секунд. Будут активно вот так идти пузыри, это нормально. Смесь должна полностью завариться и не чувствоваться абсолютно вкуса крахмала во вкусе крема. По прошествии 30 секунд кипения я снимаю весь ковшик уже с огня, переливаю в ту емкость, где у меня вся эта смесь будет остывать до комнатной температуры. Вот этот пудинг уже сейчас можно есть как самостоятельный десерт, очень вкусно получается. Йогурт у меня ванильный, поэтому цвет такой у него насыщенный, очень желтый. Примерно 3 минуты я взбивала 250 грамм размягченного сливочного масла до побеления и пышности. Остыла у меня смесь до комнатной температуры, это заварная основа. И сейчас вот так по паре столовых ложек, уже остывшей до комнатной температуры, ни в коем случае не до холодного состояния, заварную основу я добавляю к маслу и быстро прорабатываю миксером. Очень важно хорошо здесь взбить масло. И заварная основа и масло должны иметь температуру примерно 25 градусов Цельсия, не ниже, иначе крем у вас будет расслаиваться, и долго взбивать ничего не нужно, потому что проваренный крахмал, чем дольше мы его будем взбивать, тем более жидкой будет становиться эта масса. Но крем очень вкусный, изумительно, я бы сказала, вкусный. И можно начинять и профитроли, и эклеры, и различные другие пирожные. Крем на вкус очень напоминает нежнейший крем-чиз, но без вот этой солености. Корж у меня уже испекся, он уже очень хорошо остыл у меня в форме, и я извлекаю его сейчас из формы. Корж невысокий, в каком-то месте он пониже, в каком-то повыше, и это не столь критично. Не снимаю его намеренно с бумаги для выпечки, чтобы его не повредить, он слишком нежный. И сейчас смотрите, для вас специально вырубаю стаканом обычным, то есть стаканом вырубать нельзя, потому что корж очень нежный, нежнейший, я бы сказала, стакан повреждает сам корж. То есть нельзя, он ломается сильно. Поэтому беру кондитерскую вырубку, тонкую, и вырубаю кондитерской вырубкой. Ей все вырубается идеально. Вырубка у меня здесь 4 сантиметра в диаметре. Вы можете и больше брать вырубку, это как на ваше усмотрение. Но я делаю эти пироженки буквально такие на 2 укуса. Вот эта вся крошка нам сейчас понадобится, ни в коем случае ее выкидывать никуда нельзя. Сейчас вырубила все эти кружочки. И крошку я измельчаю в измельчителе, потому что рукой так не измельчишь все равно. Измельчила в измельчителе, вот такая равномерная крошка у меня в итоге получилась. И начинаю отсаживать крем. Отсаживать можно просто как вот такую шапочку делать, можно из 2 вот так вот такие вот высокенькие их делать, но я так не делаю, я отсаживаю только кремовую шапочку. И смотрите, если отсаживать вот такую небольшую кремовую шапочку, уходит чуть больше половины той порции крема, которую мы приготовили. Я здесь готовила в этом видео стандартную порцию крема. Почему? Потому что неизвестно, какую порцию вы будете использовать для этих пирожных. Если вы будете делать вот такие небольшие шапочки, как у меня в видео, вам тогда следует смело готовить половину той порции крема, которую я вам показываю в видео. В описании под видео я вам напишу все ингредиенты на полпорции этого крема, который достаточно будет для этого теста. И это кто захочет вот такие совсем небольшие шапочки, как у меня, отсаживать из крема. А там смотрите сами. У меня получится сейчас 35 вот таких пироженок. Там еще будут у меня какие-то шапочки, которые не очень красиво вырубились. Но 35 вот таких хороших пироженок у меня получится. Их прекрасно можно охлаждать, они несколько суток простоят в холодильнике, то есть их можно приготовить заранее, с ними абсолютно ничего не случится. Замораживать их нежелательно, потому что крем с крахмалом, он может у вас отсекаться и расслаиваться при заморозке. То есть неизвестно, как он себя у вас поведет. Поэтому говорю, что на несколько суток вы их можете поставить в холодильник в герметичном контейнере. Эти пирожные, с ними ничего не будет. Вот так вот они прекрасно берутся в руку. То есть я специально вам показываю, переставляю сейчас на другой поднос. Они идеально держат свою форму. Растопила я здесь 50 грамм белого шоколада.
Из кондитерского мешка делаю вот такие вот просто полоски на каждой пироженке. И посыпаю сейчас сахарными бусинами. Очень красиво также рубленными фисташками посыпать. Это все на ваше усмотрение. Если вы захотите на рождественский праздник, на новогодний стол это все украшать, можно также и веточку розмарина посадить на этот белый шоколад, пока он не застыл. То есть все на ваше усмотрение, как вы будете. Можете вообще ничем не декорировать, можно посыпать просто сахарной пудрой, и этого будет достаточно. Разрезаю, показываю, какие они нежнейшие внутри. То есть это буквально на 2 укуса. Они тают во рту, получается сразу много, красиво. Они идеально переносят транспортировку, эти пирожные. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.